Вакуумные наушники с великолепным звучанием за свою цену. На борту активное шумоподавление ANC до 40 дБ, режим прозрачности, отличная автономность, действительно топовые материалы, приложение для детальной настройки, в котором есть переводчик с поддержкой более 40 языков. Область сжатия для управления различными функциями, привет яблоку, я думаю, вы поняли, о чем я. И, к слову, регулировка громкости также на борту прямо с ушей. Также в стоке есть запись разговора и голосовых заметок. На вкладыше Xiaomi Do Smart Buds я делал обзор, они мне понравились. По ссылке в правом верхнем углу можете посмотреть на него как раз. Чем вас удивят наушники под названием Xiaomi Do Smart Buds Pro, сейчас расскажу. Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, так как я резать не нужно на себя, мы будем обозревать с вами очень крутые новые Xiaomi-шные уши. Телефонов достаточно, Mi 12, Mi 12 Pro на канале был, Do Smart Buds Pro. Bluetooth версии 5.2. Есть возможность записи звонков, непонятно, как это реализовано. Следующий — это 12-миллиметровые драйвера, что говорит нам о том, что это очень похоже на вкладыши, но это затычки. Активный шумодав туда запихали. Вау! Ладно, не будем вскрывать ножом, проверим, как это все делается интеллигентно. Так, химией чуть-чуть пахнет. Выглядит все это, если честно, дешмански, никакого премиума здесь нет. Сам бокс пластик. Выглядит он нормально, тактильно, он обычная глянцевая штука, сразу по кнопке, как она гуляет здесь. Видно, что это сборка так себе. Хотя Type-C-шный вход сделали нормально, в принципе. Сами наушники, пока я все достаю, засуну в уши, и вы увидите, что вот уши они сделали хорошо. Однозначно премиальный набор, по их мнению, амбушюр, притом каждый из них получается овальной формы. Но это довольно стандартно уже. Смотрим, что еще они запихали сюда. Кабель Type-C есть. Помимо этого есть у нас документация. По подключению здесь все описано. Притом мы видим все на русском языке. Сейчас, наверное, самое важное, это вы увидели, что они, разумеется, никуда не вылетают. В ухе довольно комфортно находится, ничего острого нет. И сказать, что они тяжелые, я не скажу. И бокс 47 граммов. Ну, довольно такой приличный бокс, я бы даже сказал, огромный. А по поводу того, можно ли вытряхнуть их, я уверен. И я бы сказал, что они идут очень даже по верному пути, особенно учитывая, что сетка звуковода здесь металл. Радуемся, что это Xiaomi, пусть даже и лоукост из разряда Redmi, но они сделали что-то аналогичное себе же. Здесь у нас довольно большое количество функций за эти деньги. И сенсоры приближения вам, и шумодав, и CVC вроде бы топовый. Смотрим. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю стандартно 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. В описании есть ссылка на ВК, где отписываются те, кто получил подарки, и условия конкурсов, которых под конец месяца всегда много, также в описании. Также там есть телеграм-канал взаимопомощи, вдруг вам нужен совет, там больше 5000 человек. И в прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алиэкспрессе. К слову, сегодня Xiaomi Redmi Note 11 Pro стали продавать, притом по очень выгодному ценнику, потому что сейчас с начала их сейла, потом будет значительно дороже, и это глобалка. А на китайские версии, к слову, этих смартфонов обзоры уже были на канале. Главное, 30 числа каждого месяца на стримах я разыгрываю все призы, в феврале, разумеется, 28 числа. Перейдем же к беспроводным наушникам Xiaomi Do Smart Buds Pro. Полетели. В продаже есть только белый цвет корпуса. Зарядный кейс изготовлен из глянцевого пластика, имеет он овальную форму и габариты составляют 65 на 49 на 27 мм. Не из маленьких он. В кармане особо не мешается, тактильно приятный, из рук не выскальзывает. Грязь собирает довольно быстро, что не могу сказать про повреждения и царапины. К моему удивлению, за время моего использования заметных глазу потертостей на нем не оказалось. Сборка, как и материалы, качественные. На корпусе расположился с тыльной части индикатор состояния аккумулятора и логотип с названием производителя. На дне находится разъем Type-C, и сбоку есть кнопка сопряжения, которая, к слову, мне не особо понравилась, как туда вмонтирована. Ну, вы и сами все видите. Люфт у крышки минимальный за счет металлического крепления. Открыть одной рукой возможно, но из-за сильных магнитов приходится прикладывать больше сил. Но я думаю, вы справитесь. Внутри бокса на матовой поверхности находится 2 вертикальных места под наушники с 2 контактами для зарядки в каждом. Маркировки нет никакой, есть только краткая информация мелким шрифтом. Хлопок при закрытии крышки бокса глухой и не раздражающий. Емкость аккумулятора 530 мАч, полный цикл зарядки занимает около 2 часов, беспроводной
беспроводной зарядки нет. Перезарядить наушники от бокса можно полных 3 раза. Саморазряда бокса я не наблюдал, что хорошо. Переходим к наушникам. Изготовлены уши из такого же материала, как и бокс. Дизайн привлекательный, габариты 34 на 20 на 15 на 20 мм по самым крупным частям. Посадка в ухе комфортная, из уха выпирают незначительно. При длительной носке уши не устают. При занятии спортом из ушей не выпадают, что радует, и из рук они не выскальзывают. Звуковод овальной формы, в размерах он 6,4 на 5,2 мм вместе с выступом под крепление амбушюр. На корпусе расположены по 3 микрофона на каждом наушнике, по 2 контакта для зарядки, маркировка левого и правого наушника, сенсоры приближения и последний — это область нажатия для управления вызовами. Управление мультимедиа, плей-пауза, переключение треков и регулировка громкости. Также переключение между режимом шумоподавления и режимом прозрачности. Вызов голосового помощника и все. На нажатие откликаются отлично, громкость регулируется независимо от громкости на смартфоне, что также очень удобно. Оснащены наушники 12-мм динамическими драйверами, что довольно стандартно, но не для затычек. Сопротивление 16 Ом, а вот это стандарт. Активное шумоподавление до целых 40 дБ на бумаге с одним наушником ANC не работает для тех, кому важно, а таких, как я знаю, много. И как по мне, оно не настолько идеальное, как заявляет производитель, но плохим я его точно не назову, наверное, до 35 дБ, и плюс оно не особо интеллектуальное. Прозрачность работает отлично и, главное, не раздражающая. Заряд наушников в шторке показывает, по одному наушники работают, переподключаются с задержкой в 1 секунду. Автоматически подключаются после открытия крышки бокса. Мультипоинта нет, во всяком случае, такого, к которому я привык. Сенсоры приближения работают отлично, анимации я не наблюдал. Емкость аккумулятора одного наушника 40 мАч, полный цикл зарядки занял 58 минут. Отыграли они по моему тесту 6 часов 10 минут без активированного активного шумодава на 50% громкости, что более чем достаточно. За 10 минут набежало 10% заряда, вот такая быстрая зарядка и хватило на час воспроизведения музыки на 50% громкости по кодеку AAC. Естественно, без активированного активного шумодава, так называемого ANC. Защита от пыли и брызг IPX4 означает, что дождика они не боятся. Я окунул их в проточную воду, и с ними ничего не произошло. К слову, плавать в них нельзя, защита есть только у наушников, и делать так, как я делал, тоже нельзя. Просто дождя можете не бояться. Далее, для удобного использования установить необходимо фирменное приложение Xido. Доступно оно как на Android, так и на iOS-системах. В приложении на первой странице можно увидеть заряд аккумулятора наушников и кейсов в процентах. Далее есть очень удобные функции, такие как перевод диалога и синхронный перевод, актуально для тех, кто много путешествует или общается с людьми других наций. Приложение поддерживает более 40 языков, среди которых есть русский. Так вот, синхронный перевод очень плохо работает. Возможно, только с русским языком, но я не думаю. Также в стоке самого приложения есть запись разговоров и голосовые заметки. Далее в настройках самих наушников можно переключить или выключить режимы прозрачности и активного шумодава. Детально настроить нажатие под себя нельзя, только поменять долгое нажатие на вызов голосового помощника или на переключение режимов. Далее есть проверка на прилегание, включение и отключение сенсоров приближения и последнее — это обновить прошивку. Но мне обновления не прилетали. Bluetooth версии 5.2 подключить их к смартфону труда не составляет. Из кодеков на борту AAC и SBC через 2 стены не отваливались и фризов нет. Задержки на YouTube незаметны. В играх задержки заметны, но в принципе они подойдут для того, чтобы минут 30 в PUBG поиграть. Примеры вы сейчас услышите и увидите на экране. Опять же, не для профов этого будет достаточно. А профы все равно провода используют. Микрофоны окружающие шумы и ветер глушат настолько, насколько могут. Перегруз, естественно, присутствует, и голос они не особо искажают. Примеры вы сейчас услышите. И пример работы микрофонов Xiaomi Xiaodo Do Smart Buds Pro рядом с дорогой.
Правда, машин пока нет, но они обязательно будут. Что я хочу сказать про эти наушники? Первое, что вы можете посмотреть на непрошлую версию обзора на канале. Второе, сборка по боксу, я уже вам, наверное, за ролик раза 3 скажу, что мне не нравится, как здесь кнопка утоплена с одной стороны, с другой стороны люфта у крышки никакого. Но сейчас у нас самое главное же микро проверить, правильно? Если разговаривать без шапки, то, наверное, звук станет хуже. Но не факт, потому что вопрос к тому, как здесь работает шумодав. Бокс крупный, люфта у крышки, как я уже сказал, мало в первую очередь, потому что здесь металлическое крепление, и это круто. Не круто размеры, не круто глянец, и не круто то, что пластик между дешевым и дорогим. То есть это не AirPods-овский вариант с одной стороны, с другой стороны не скажешь, что это прям супер-мега-топ. По комфорту все просто, обычные затычки, nothing more. Наверное, актуально данные уши брать это как раз сейчас обзор, может быть еще пару дней, потому что сейчас на них будет сейл. Вы прекрасно знаете, что как у QCY, так и у Xiaomi low-cost продается выгодно первые дни, и потом нужно ловить на распродажах. Сейл будет в 20-х числах, по-моему, 23-го. Тогда тоже будет выгодно. Так что если у вас пока нет лоукостовых затычек, то посмотрите на эти, они неплохие однозначно. Звучание. Запаса громкости хватает. Я слушал не более чем на 70%, в основном на 50%. На 100% громкости каша в наличии, где-то начинается с 90%. Низкие частоты слегка приподняты, но баланс сохраняется. Басы глубокие, со средним басом. Средние, объемные. Высокие на своем месте. Друг на друга ничего не лезет. Звучание сочное и выразительное. Сцена широкая, для затычек вдобавок еще и подробная. То есть я бы сказал, что звук детален. Чувствуете, до чего мы дожили? Наушники детально играют за эти деньги. Вы удивитесь, сколько они стоят. Подойдет больше для прослушивания танцевальной музыки, джаза и рока. Опять же, описываю я стоковое звучание без смешивания его с эквалайзером. Из минусов маленький набор кодеков, конечно, еще не недоработанная до конца функция переводчика, нет возможности полноценно настроить нажатие, да и в принципе бокс с габаритами мне не особо понравился. Цена по ссылке в описании к видео сейчас около $100, но не спешите расстраиваться, потому что 21 числа, когда начнется распродажа, где-то до 23-го, ценник стабильно уже анонсирован будет в районе $69, а это более чем адекватно. Но единственное, не забудьте сейчас купон взять. Ссылка в описании к видео. Если промокоды, которые использовать можно на все, смотрите в моем телеграм-канале. Каждый день постю какой-то новый промокод. Недавно был 350 рублей от 3500, 300 рублей от 3000 и 450 рублей от 4500. Притом можете компоновать как хотите. Несколько девайсов, допустим, на 4500 рублей. Применяйте промокод и вуаля, у вас уже скидка в 10%. По мне, довольно удобно. Так вот, вдруг на момент вашего просмотра появятся еще какие-то скидки, я обязательно туда скину промики, так что смотрим. Резюмируя, наушники точно звучат на свою стоимость. Притом я говорю о $100, не говоря уже о 69. Для $69 они звучат просто нереально волшебно. Вопросов к сборке и качеству материалов у меня нет, только по боксу чуть-чуть вот с этой вот кнопкой. Функционал отрабатывают отлично, но не весь, конечно, но хотя бы попытались. В использовании удобно. Единственное, торчат. Ну а что не торчит из хорошо звучащего с другой стороны? Подписывайтесь на канал с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите в комментариях, что еще купить для обзора. Для тех, кто интересуется смартфонами, на канале просто море новинок. iQOO 9 Pro, OnePlus 10 Pro, GT2, GT2 Pro от Realme, 2 Motorola и полный набор Xiaomi-шных последних телефонов. Все обозревал по полной программе с ночными примерами съемки и дневными тоже. Поэтому смотрим. Девайсу конкретно этому однозначное да, тем более за $69, повторяюсь. Добра и удачи вам, дорогие друзья!